короткое видео для вас по понятию портированного подключения. Вот в комплекте идет вот такой вот кабель, вот такой вот джойстик. У вас будет вот такая магнитола, которая крепится на верхнюю стоечку с помощью специальных приспособлений. Дальше ваша задача внизу, видите, это нижняя часть длинная, это на нижней магнитоле управления. Она подключается разрывным методом, то есть у вас уже идет там вот такой вот штекер. Вы отсоединяете свою фишку, вставляете сюда, а тот штекер, что был, переводите сюда. Таким образом, от штатной магнитолы будет браться подключение для новой магнитолы, которое подключение вставляется вот этот вот разъем. Дальше здесь есть еще вот такой длинный кабель, это кабель подключения джойстика. На нем будет вот такой вот разъемчик. Он вставляется исключительно сюда, в джойстик. При монтаже он идет вот длинный. Я надеюсь, вам это видно, да? То есть вот он джойстик, отключу его сейчас. Обратите внимание, он похож на один из разъемов магнитолы, но он не для магнитолы предназначен, а именно для джойстика. Вот это 12-пиновый разъем. От него идет так званое управление AC для магнитолы. Это вставляется вот этот вот разъем. Специальный 8-пиновый разъем управления. Дальше этот элемент RCA позволяет вам аналогичным способом подключить ваш AUX, чтобы его можно было использовать для работы звука данной магнитолы. То есть используется исключительно AUX через вашу штатную систему для подачи звука. Принцип тот же. Разделяете свою фишку, которая у вас вот такая, ее вставляете сюда, а эту вставляете в разъем. Дальше RCA питание, которое устанавливается вот сюда. В принципе, вот основной способ подключения вашей магнитолы. Сама магнитола ваша выглядит вот таким вот образом. Сейчас мы ее тестируем как раз. Вот она будет сверху стоять.